Привет всем, кто любит Входящее сообщение от пользователя с ником Селедка Справедливости СКПТК. Здравствуй, Эля, меня зовут Сережа. Сразу скажу, мне не нравится твой канал. Я посмотрел 8 твоих блогов, и ты везде говоришь о Боге. Причем не очень разбираешься в этой теме. Вот, например, видео про Исава и Иакова. Иаков просто боялся Исава, и только поэтому отправил подарки и кланялся ему. Просить прощения и прощать – это только для хлюпиков и слабаков. Ну что ж, спасибо и за такое видеосообщение. Расскажу тебе еще одну историю, где однажды родные братья схватили младшего, связали и бросили в глубокую яму. В отчаянии он умолял их жалиться над ним, но братья пошли еще дальше и продали своего младшего в рабство. Представь, какой ужасный поступок – продать своего брата в рабство, где позже он оказывается в тюрьме, а потом и вовсе на волоске от смерти. И только благодаря Божьей помощи младший брат остается жив. В его судьбе неожиданно происходит крутой поворот. Он добивается успеха и становится вторым влиятельным человеком в ведущей мировой державе того времени. И в этот момент снова появляются его братья. Ну что, ты уже догадался, о ком эта история? Вполне вероятно, это история Иосифа из Библии. Все верно. Теперь у Иосифа появилась еще и возможность отомстить. У него была вся власть и даже разные варианты мести. Он мог просто проигнорировать их, и они бы умерли от голода, вдалеке, не на его глазах. Он мог посадить их в тюрьму и долго издеваться над ними. Он мог просто немедленно их казнить. Братья Иосифа уж точно не заслуживали никакого прощения. А как бы поступил ты? Но Иосиф выбирает простить. Не потому, что он боялся братьев или не мог им отомстить, но потому что Бог дает силу и свободу поступить именно так. Друг, смотри клип «Мосты», но ты найден. И помни, месть не поможет тебе почувствовать себя лучше. Это ловушка, которая держит человека в замкнутом круге негативных эмоций. И выбраться из нее можно только простив. Прощение – это не поступок слабости, а поступок огромной силы.